Огромные когтистые лапы не могли уцепиться за камни, омываемые водой. Медведица с медвежонком отправились на рыбалку, в проверенное место, но быстрое течение и неопытность малыша все портили. Каждый раз, когда медвежонок оказывался в воде, мать огрызалась, намекая отпрыску быть повнимательнее. Но разбушевавшаяся в этот день стихия каждый раз сбивала четырехлапого с ног. Медведи побрели на мелководье, туда постоянно сносило рыбу сильным течением, чем активно пользовались косматые рыболовы. Обычно за один такой поход к реке удавалось достать до десятка рыбок разной величины. Медвежонок больше играл, чем рыбачил, но мама была упертая. Чтобы добраться до удобного местечка, нужно было подняться немного по течению. Уже на подходе к реке животные заметили человека. Рыбак замер при виде диких зверей. Медведица равнодушно окинула его взором и пошла по своим делам. Медвежонок заинтересованно понюхал воздух, но материнский рык быстро привел его в чувство. Малыш тут же помчался к реке, забыв про чужака. А человек попятился, растворяясь в лесу. Медведица нашла плавный спуск к реке и уверенно залезла в воду. Тут же холодом окатило лапы, но животное уверенно двигалось к месту рыбалки. Медвежонок лихо прыгнул за мамой, не особо заботясь о приземлении. Малыш с головой ухнул в воду, высоко задрав хвост, а потом резко сел, отфыркиваясь. За это время медведица успела отойти на несколько метров. Она обернулась и недовольно зарычала. Медвежонок тут же бросился вслед за мамой. Звери брели по каменному уступу на мелководье, но всего в метре от них под водой начинался обрыв. Медвежонок этого не знал. Он засмотрелся на большую стрекозу, оступился и упал в воду. Тут же легкое тельце подхватило сильное течение. Малыш попробовал встать на лапы, но внизу оказался провал. Животное ушло под воду, чудом вынырнуло и отчаянно заработало лапами, чтобы удерживать голову над поверхностью реки. Медвежонок испуганно заревел. Звук получился тихим, но мама услышала. Медведица резко развернулась. Ее малыша стремительно сносило течением вниз по реке. Мать помчалась по камням за своим чадом. Она мощными рывками нагоняла медвежонка, которого мотала по волнам как щепку. Внезапно малыш остановился. Течением его бросило на каменный выступ посреди потока. Медвежонок инстинктивно обнял скалу и замер. Вокруг продолжала бушевать стихия. Зверёныш понимал, что его тут же понесет дальше, если он разожмет лапы. Медведица кинулась к своему детенышу, но не рассчитала силу потока. Большое животное ухнуло в воду. Но поплыло не к медвежонку, а вниз по течению. Зверь отчаянно боролся со стихией, но не мог противостоять ей. Животное вылезло на берег ниже по течению, вернулось и снова кинулось в воду. На этот раз медведицу понесло в сторону, больно приложив о камни. Лапу окатило волной жара, хотя она оставалась в ледяной воде. Когда зверь выбрался на берег, то обнаружил содранный кусочек шкуры на лапы. Вскоре животное поняло, что не справится без помощи. Медведица отошла от реки, оставляя малыша одного, и нырнула в лес. Медвежонок заревел от испуга. Он подумал, что мама больше никогда не вернется. Этот звук отчаяния вырывался из маленького царя тайги, и медведица его слышала, но продолжала двигаться по лесу. Она беспомощно озиралась по сторонам, как вдруг внезапно неподалеку хрустнула ветка, потом еще одна. Кто-то шел по лесу, не особо заботясь о тишине. Медведица шумно втянула носом воздух и заметно повеселела. Так пахли только люди. Животное бросилось навстречу. Егор Петрович спокойно возвращался с неудачной рыбалки. Он хотел отдохнуть в свой выходной, даже выбрался на реку с удочками. Рыбалку можно было отменять еще в тот момент, когда порвалась цепь на велосипеде при въезде в лесной массив, но мужчина упрямо взвалил на себя удочки, складной сачок и рюкзак со снастями. Но далеко уйти он не смог. Прямо посреди дороги, как из-под земли, перед ним возникла медведица. Мужчина замер. В голове промелькнула мысль, что это та самая, которую он встретил раньше. Только куда делся малыш?
Мужчина заметил кровоточащие раны на лапах животного, и его сердце пропустило удар. Он отлично знал, что раненый зверь может вести себя агрессивно. Шансов вырваться из лап животного не было. Однако животное удивило человека. Оно стояло на месте, не нападало. И потом сделало шаг в сторону. Животное осталось спокойным. Тогда Егор Петрович отступил на шаг назад, развернулся и побежал. Тут же медведица обнажила клыки и грозно рыкнула на него, поспешив следом. Медведица пошла на расстоянии нескольких метров сбоку от него. У Егора Петровича было ощущение, что его загоняют как добычу. Но выбора ему не дали. Вскоре мужчина под молчаливым конвоем вышел к берегу реки. Тут медведица заревела, встала на задние лапы и устремилась изо всех сил. Лапы дрожали и слабели с каждой минутой. Животное то и дело соскальзывало. Как помочь малышу? Егор Петрович скинул с себя верхнюю одежду, но не рискнул снять ботинки, привязал один конец веревки к дереву, растущему на берегу, а второй вокруг талии. Мужчина разложил сачок, прекрасно понимая, что конструкция не выдержит веса медвежонка, но альтернативы не было. Оставалось надеяться на чудо. Первые метры по мелководью прошли без труда, а потом сильное течение стало сносить его с нужной траектории. Человек быстро понял, что так он до медвежонка не доберется, поэтому поспешно вернулся на берег. Медведица сразу же занервничала, стала переминаться с лапы на лапу. «Да подожди ты!» — отмахнулся от нее человек. Медведица недоуменно замерла, а Егор Петрович спокойно прошел выше по течению. Там он снова спустился в воду. Когда мужчина добрался до края скалы, его как раз отнесло к медвежонку. Человек дотянулся с сачком до зверька, но никак не мог его поймать отдельно от камня. Малыш испуганно смотрел на человека, не понимая, зачем тот протягивает ему странную штуку с сеткой. Зато сообразила его мама. Она что-то проревела детенышу, и тот с опаской отлепил лапы. Мужчина сумел поймать животное, но ручка сачка тут же прогнулась. Рыбак, что есть силы, потянул палку на себя. В это время его нога соскользнула с камня, и мужчина сам ухнул в воду с головой, но сачок не выпустил и смог удобнее перехватить. Человека удерживала веревка, а течение било о камни и не давало выбраться. Если бы руки были свободны, он смог бы потянуться за веревкой. Но пальцы крепко сжимали сачок с медвежонком внутри. Внезапно резкий рывок к берегу заставил мужчину больно удариться ногами о камень. Егор Петрович с удивлением обернулся и увидел невероятную картину. Медведица схватила зубами веревку и тянула ее на берег. Человек тут же попытался лечь на воду, чтобы облегчить животному задачу. И уже через 2 резких рывка он снова был на затопленной скале, где мог встать на ноги. Тут же он поднялся поудобнее, перехватил сачок. Медвежонок кричал от испуга, звал маму, но хотя бы не пытался вывалиться обратно в реку и не кусал за руки. Егор Петрович дотащил зверька до мелководья и вытряхнул из сетки. Медвежонок тут же со всех лап кинулся к маме. Медведица обняла детеныша, что-то ему прорычала, и побежала в лес. Медвежья семья стремительно удалялась, оставляя человека возле реки одного. На пригорке животные обернулись, как будто хотели сказать спасибо, и растворились среди деревьев. Насквозь промерзший, Егор Петрович скинул мокрые вещи. Он порадовался, что предусмотрительно оставил верхнюю одежду, и теперь хотя бы часть тела окажется в тепле. Мужчина собрал мокрые вещи в пакет для улова, с трудом сложил погнутый сачок, после чего поспешил домой. Жена опешила от вида пришедшего с рыбалки мужа: мокрые штаны, хлюпающие ботинки, поломанный велосипед, все тело в синяках, а вместо улова мокрые вещи. В историю с медведями долго никто не хотел верить, слишком уж она фантастическая выходила. Пока один из соседей, собирая грибы, не заметил израненную медведицу с малышом. Животные не напали на человека, а ушли вглубь леса. Зато грибник рассмотрел раны на тех самых местах, о которых рассказывал Егор Петрович. Так мужчина стал местной знаменитостью,
а медвежонок воссоединился с мамой. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.